Здравствуйте. Мы начинаем нашу игру «Антилингво». Швеция. Сильная, независимая, современная. Это игра, которая финансируется Европейским Союзом за поддержкой трех стран – Латвии, Швеции и Бельгии. Эта игра вам поможет узнать лучше ту страну, в которую вы интегрируетесь, понять ее культуру, больше познакомиться с какими-то традициями, чтобы себя комфортно в ней чувствовать при интеграции. Так. Значит, я думаю, что сначала нам нужно познакомиться с вами. Пожалуйста, коротко представьтесь и расскажите немножко о себе. Меня зовут Лиза, я люблю музыку, всегда танцую, занимаюсь карате и тэквондо. Молодец, как интересно. И меня зовут Эмилия, я танцую и рисую. Так. Меня зовут Юля, я люблю языки и собираюсь изучать психологию. Прекрасно. Ну, я думаю, начнем. В этой игре будет 17 заданий. Некоторые задания для некоторых заданий вам понадобится знание, а для некоторых креативная игра в команде. То есть вы можете пользоваться дополнительными приспособлениями, телефонами, если они вам понадобятся. Первый вопрос. Какое действие, какое историческое событие предзнаменовало конец эпохи Швеции как большое европейское военное государство? Кальмарская уния, Полтавская битва, вступление Швеции в Европейский Союз или крещение Киевской Руси? Вы можете подумать немножко. С. Вступление Швеции в Европейский Союз. Следующий правильный ответ – Полтавская битва. Полтавская битва – эта битва была на территории современной Украины. И известный казацкий полководец Иван Мазепа объединился с Швецией против России. То есть вот о чем речь. Следующее. В каком году Швеция разорвала свой союз с Норвегией? Варианты ответов. 1814, 1905, 1945, 1991. Ваши варианты. С. С. 1945. Смотрим правильный ответ. 1905. Немножко ошиблись на 40 лет. Значит, что случилось в 1905 году? Швеция мирно разорвала свой союз с Норвегией, что позволило Норвегии стать полноценно независимой без войны. Третий вопрос. Какому шведскому монарху приписывают начало современной шведской государственности в 16 столетии? Гюстав Адольф, Карл VII, Гюстав Ваза, Владимир Великий. Может быть, Карл XII? Ой, простите, Карл XII. Да. Ну? В. Карл XII. Правильный ответ – Гюстав Ваза. Кто такой Гюстав Ваза? Гюстав Ваза стал королем Швеции в 1523 году. Его часто называют отцом нации, поскольку он централизировал королевскую власть и ввел налоговые реформы и помог утвердить Швецию как независимое государство. Так, немножко географии. Какое самое большое озеро в Швеции, как вы думаете? Озеро Меларен, озеро Венер, озеро Ветер или озеро Сильян?
Так, а ну-ка. Есть варианты? Озеро Венер. Так, озеро Венер. Смотрим. Правильный ответ. Что такое озеро? Где оно находится? Оно считается самым большим озером в Швеции, а также это самое большое озеро в Европейском Союзе. Так, следующий географический вопрос. Какое море лежит возле нашей Швеции? Восток. Сходе. Так, море, норвежское, балтийское, черное. Ваш вариант ответа. Ну, не черное точно, это у нас. Балтийское тоже нет, потому что это у Латвии, Эстония и... Ну, они же соседи. А ну-ка. Так, ваш ответ? ВВ. В. Норвежское море. Смотрим. Балтийское, Эмилия была очень близка к ответу. Так, но засомневалась. Море. Это действительно Балтийское, это большой водоем. Да, и он омывает страны Северной Европы. Да. Следующий вопрос. Какой самый широкий регион, который включает Северную Швецию, населяют самые народности? Самый Балтика, Лапландия, Сампи, Нордмарк. Какой, ну-ка, самый. И 4 варианта ответа. Ну-ка, ну-ка, активней. Давайте подумаем. Я забыла, что был вопрос. Какой самый широкий регион, который включает и Северную Швецию, населяют самая народность такая? Ну, давайте посмотрим ответ. Нордмарк, может быть. Да, сейчас посмотрим. Значит, у нас правильный ответ Сампи. Я хотела сказать. Нужно быть смелей тогда и не стесняться отвечать на вопросы. Так, значит, самый коренной народ Сампи– это регион, который находится в северной части Швеции, Норвегии, Финляндии и немножко территории России. Так, какое украинское село было основано в 18 столетии шведскими переселенцами после Северной войны и до сих пор сохраняет следы шведского наследия? Варианты ответа. Так, я сейчас буду аккуратно. Гамальсвенск-Бю, Львовская область. Гамальсвенск-Бю, Херсонская область. Гюстав Ваза, Крым. И Цвеланд, Полтавская область. Я знаю, это точно в Херсонской области. Так, Херсонская область. Гамальсвенск-Бю. Ответ. Что это за село? Значит, Гамальсвенск-Бю – это село в Украине, которое было основано в 1782 году шведскоговорящими переселенцами и более 200 лет сохраняло элементы шведского языка, культуры, несмотря на то, что находилось далеко от Швеции. Следующий вопрос. Какой шведский стартап стал одним из самых влиятельных финтех-компаний Европы? Покупай сейчас, плати потом. Есть мысли по этому поводу у вас? Это очень популярно сейчас в Бельгии. Значит, варианты: Klarna, Skype, Spotify, SoundCloud. Spotify. Так, Spotify. Ну, конечно, молодежь. Вариант Klarna. Klarna. Два варианта. Ну, давайте проверим. Это Klarna. Klarna была основана в Стокгольме в 2005 году тремя студентами университета. И они популяризовали модель оплаты «Купи сейчас»,
оплати позже. То есть покупаешь товар сейчас, но платишь через месяц. И она стала дорогой частной компанией в Европе. 9-й вопрос. Какой шведский музыкальный продюсер имеет больше песен номер 1 у Billboard, больше, чем какой-либо другой продюсер в истории, кроме Джорджа Мартина? Avicii, Макс Мартин, Робин, Swedish House Mafia. Варианты ответа. Я думаю, последний. Последний, Swedish House Mafia. Ну, да, логично, шведская. Смотрим правильный ответ. Правильный ответ – Макс Мартин. Макс Мартин – это известный музыкальный шведский продюсер. Он создал больше хитов номер 1 в чарте Billboard от 100. Больше всех, кроме Джорджа Мартина. У него очень много хитов. И он уступает только известнейшему легендарному продюсеру группы The Beatles. Вот такой вот продюсер. Следующий вопрос. Так, что такое Альмедалсвекхан и где это проходит? Это фестиваль еды, это политический форум и неделя дебатов. Это старое село Викинга вне Стокгольма. Фестиваль зимних видов спорта, что проводится в Оре. Вы думаете, какое название? Я думаю, да. Д. Фестиваль зимних видов спорта. Возможно. Проверим. Правильный ответ. Политический форум. И неделя публичных дебатов. Да. Ну, интересное знание. Следующее. Краткая справка. Альмадес-Квекхан начался в 1968 году, после того, как шведский политик Олаф Пальме сказал свою речь из грузовика в парке. Это проводится в Висбю, маленький средневековый городок, что входит в список наследия ЮНЕСКО. Это мероприятие, где проходит много разных дискуссий, и они открыты для посещения всем. Следующий вопрос. Какое движение среди студентов по всему миру начала Грета Тунберг? Слышали такое у нас имя Грета Тунберг? Пятницы для будущего. Время Земли. Зеленая Олимпиада. Спасите Арктику. Ну-ка. Какие варианты приходят в голову? Зеленая Олимпия. Зеленая Олимпиада. Да. Спасите Арктику. Проверим. Может, пятница? Пятница. Ради будущего. Интересно. Смотрим. Пятницы ради будущего. Молодец. Значит, что это означает? Что это? Грете Тунберг было всего 15 лет, когда она начала свои климатические протесты по всему миру. Движение «Пятница ради будущего» для всех сподвигло многих студентов присоединиться к этому движению. В 2019 году Грета Тунберг пересекла Атлантический океан на паруснике. Вот. Перед вами 4 фотографии. Вам нужно сейчас запомнить их, посмотреть на них внимательно, что это такое. И мы сейчас попробуем их разместить на карте. То есть на первой фотографии, на фотографии А, вы видите озеро с медведем,
На второй фотографии Б море, да, побережье. На С какой-то город с замками, какие-то красивые парки. А на последней фотографии мы видим современное здание высокое, очень красивое. И пересекаю. Вот карта. Ясно. А можно вернуть слайд? Конечно. Я знаю Д точно. Это turning, это вращающийся Вы можете посмотреть дом, на или краску. как это правильно сказать, такое здание. Оно точно находится в Мальме. Мгм. Точно. Остальное будем угадывать. Давайте Д, посмотрим. как бы, Вот это Мальме, карта Если, Швеции. если море, оно должно быть Ближе к берегу, да? да, ближе к берегу. Так, А Мальме находится где-то там на юге. Да. так. Мальма на юге. Правильно. Вот Мальме точно, там вот это вот домик такой крутящийся. Так, ой. Назад, извините. Значит, да, домик крутящийся на Мальме. Море П тоже. Смотрим. Значит, первый это был парк с медведем с озером А. Фаро, Висбю. Фаро это побережье, Висбю это городок. И Мальме это вот красивое здание. Правильно. Да. Следующий. Смотрим. Ваша школьная столовая планирует перейти на вегетарианскую еду. Попробуйте составить однодневное меню, которое базируется на шведской модели питания. Тал Риск Модель. Эта модель состоит из сбалансированного количества белков, углеводов и клетчатки. Вы можете использовать ваши традиционные блюда, которые в вашей стране. Ну, попробуйте подумать, что бы вы хотели вегетарианского включить в меню в вашей школе. Подумайте, поговорите. Эмилия, есть варианты у тебя? Это из теплых блюд или из холодных каких-то? Это для обеда. Можно Салат или что? салаты, Огурцы, огурцы, хорошая еда. Что еще есть? морковка, А? морковка, Морковка, конечно. перец, Перец. То есть вы имеете в виду Картошка. салаты, да, какие-то? картошка. Картошка тоже А вегетарианская. фрукты считаются. Конечно, это же Яблоко, груша. То есть вы предпочитаете в школе кушать овощи, яблоки, груши, да? Не надо нам мясо. У меня мама готовила овощной рагу без мяса. Прекрасно. Очень вкусно. Так, значит, смотрим. Или Ваш ответ правильный. Так что все, что вы придумали, все может быть. Так, интересно. Ваш местный муниципалитет предлагает вам работу. Five job. Во время школьных каникул. Вот сейчас летние каникулы длинные. И есть у вас несколько вариантов, которые вы можете выбрать на месте. Что бы вы выбрали? И объясните, пожалуйста, свой выбор. Первое. Вам предлагают покрасить и отремонтировать детские площадки в июле. Заработная плата ваша 150 крон в час, 4 часа в день, кроме выходных. Следующий вариант. Спортивный тренер для летнего лагеря в июне. Зарплата 130 крон в час, 6 часов в день. И еще вариант. Вы будете помогать людям пожилого возраста в доме, где они живут. В августе зарплата 200 крон в час, 2 часа в день, 3 дня в неделю. Ну, может, последний. последний? А почему? Нравится какая зарплата и помогать людям старым. А, Пожилым. да, молодец.
Первое, Первый. Почему? потому что я люблю там всячески красить, типа, почему бы не помочь людям и починить там всякие вещи. Молодец, тоже очень хороший позыв. Я бы пошла спортивным тренером в летний лагерь, наверное. Вот вы все какие разные. Молодцы. Так, следующий. О, вы все правы, все молодцы. Так, интересно. Шведское слово лагом. Это не просто слово. Оно имеет много синонимов в других языках. Это такой стиль жизни. Как вы думаете, что оно значит? Логом, лагом. Есть варианты? Лакомство. Это такой стиль жизни. Стиль жизни. Как ты думаешь? Что это? Современное. Современный. Старое. Старый. Может, лах, лежать, просто Лах, ничего не делать. Лежать. Какой-то Смотрим. Так, Да, есть ленивый. Хорошо. Еще варианты? Нет? Так, значит, что означает слово лама? Это слово означает именно столько, сколько вам нужно. Не слишком много, но и не слишком мало. Посерединке. Это баланс, умеренность и необходимость в обычной жизни. Так, и лагом часто считают именно частью шведской культуры, способу жизни. Ничего лишнего, только самое необходимое. Так, интересный вопрос. Принятие экологических чистых решений очень важно в современном мире. Швеция очень хорошо в этом разбирается. А как вы? Какими инструментами энергосбережения вы пользуетесь в повседневной жизни? Вот если бы вам пришлось рассчитать стоимость посещения таких городов, как Висбю, Готланд, во время этого фестиваля, вернее этого форума Алмадеск Бекхан, выезжая с той страны, откуда вы родом, подумайте, на каком транспорте бы вы поехали, как бы вы экологично сделали эту поездку, наименьше использовав энергоресурсов. Вот с вашей стороны. Трамвай. Ну Трамвай, или там поезд. поезд. М. Поезд ты считаешь экологичным? Ну, даже там много людей То есть могут в один раз ну, поехать. это лучше, чем все люди сядут на машины и поедут Ну да, или на самолете, что он прям очень много. пассажиров. Ну, не обязательно пассажиров, но, например, там воздух может тоже немножко так. И то просто лучше, чтобы на поезде, например, поехать. Лиза, ты бы поехала на велосипеде? Да? Уехала бы, И наверное, я бы с ней поехала. пару месяцев. Да. Мы бы вместе на двойном таком, Да. а потом пересели бы на какой-то парусник. Вы бы Да. сделали бы на берегу этот плот и поплыли бы, да? Ну, там парус был бы, мы бы ветер использовали вместо... Бензина. Или катамаран можно крутить. Прекрасно. Вы бы совместили приятное с полезным. Спортсмены стали бы. Очень интересно, да. Ну что же, с помощью этой игры мы узнали о некоторых вопросах с истории, с географией, культуры, какие инновации Швеция сделала. Также мы вспомнили некоторые исторические события. Веймарская уния, Полтавская битва. Открыли интересные места в Швеции. А также узнали о том, что Швеция сделала глобально в музыке и в инновациях. И также мы узнали о молодых голосах, таких как Грета Тунберг, которые продолжают и сегодня влиять на современный мир. Мы вас благодарим за участие в нашей
игре. И потом, после игры, вы сможете оставить свой отзыв в нашей игре, понравилось вам или нет. Спасибо вам большое за внимание.